Друзья, здравствуйте! Вы на канале Rustories, и мы продолжаем изучать русский язык по коротким рассказам. Я не знаю, как правильно описать тему сегодняшнего рассказа. Увлечение, хобби, вид спорта или шоу. Давайте разбираться. Итак, поехали. Верблюжьи бега – многомиллионный бизнес. К примеру, на соревнованиях в Дубае призовой фонд составляет миллионы долларов. Но и затраты немалые. Цены на верблюдов устанавливает государство. Начинаются они от сотни тысяч долларов. В среднем один скаковой верблюд может стоить до 1,5 миллиона долларов. А стоимость животных-победителей может доходить до 30 миллионов. Аль-Химади Рашид Аль-Афсах Аль-Мари, владелец скаковых верблюдов, говорит: разные верблюды, разные цены. Это как с футбольными игроками. Один стоит 3 миллиона, другой ничего не стоит. Мои верблюды как футболист Зинедин Зидан. Быстрые, сильные и дорогие. Во время пандемии гоночные верблюды находились в вынужденном отпуске. Теперь же створки главного трека Дубая наконец-то открылись. Здесь участвуют исключительно одногорбые верблюды-дромадеры. Именно они лучше всего подходят для скачек. Для гонок используют в основном женские особи. Верблюдицы более быстроногие, отличаются мягкой поступью и не столь изменчивы в настроении. А вот у самцов, особенно в брачный период, голова забита вовсе не бегами. Справиться с ними очень тяжело. Кстати, у гоночных верблюдов даже есть тренировочные сборы, которые обычно длятся 3 месяца. Конечно, коронавирус очень многое нам испортил, но сейчас, слава Аллаху, все приходит в норму. Нас всех переполняют эмоции, рассказывает организатор соревнований Файзал. Спортивные верблюды любят вкусно поесть. Колючки – рацион не чемпионский. В меню мед, финики, яйца, различные витамины и даже коровье молоко. В среднем на питание одного верблюда тратят до 3000 долларов в месяц. Правда, гоночными эти животные стали не по своей воле. Для них это в прямом смысле был вопрос жизни и смерти. Полностью одомашненные верблюды с появлением автомобилей перестали быть основным средством передвижения. Поэтому, чтобы не тратиться на содержание, их просто выпускали на волю. А к жизни в дикой природе они оказались совершенно не готовы. Спас их король Саудовской Аравии, который в 1964 году решил превратить этих верблюдов из скитальцев в гонщиков.
Поначалу никаких треков для бегов не существовало. Оргкомитет гонок нанимал бульдозеры, при помощи которых выравнивали песок, а затем туда запускали животных. Бежали драмадеры приблизительно 5 километров, а хозяева ехали за ними на джипах. Зрители следили за соревнованием, поднявшись на вершину ближайшего бархана. Сейчас в Арабских Эмиратах 15 треков, предназначенных для верблюжьих бегов. Они огорожены перилами и пролегают вдоль дорог, по которым на машинах за своими питомцами следуют хозяева. Современная дистанция забега от 4 до 10 километров. В гонке могут участвовать от 15 до 70 животных. Карьеру бегунов верблюды-драмадеры начинают в 3 года, а продолжается она не более 2-3 лет. Затем верблюды уходят на пенсию. Если скаковые лошади бегают по кругу, то драмадеры несутся по треку только вперед, никуда не поворачивая. Такой принцип соревнований связан с тем, что одногорбых верблюдов, когда они разгоняются до максимальной для себя скорости, заносит на поворотах. Сейчас в жизни верблюдов происходит вторая революция. На этот раз технологическая. До недавнего времени в качестве жокеев выступали дети. Наездников отбирали очень тщательно. Это были легкие по весу мальчики, которых порой нелегально привозили из Бангладеш, Пакистана и Индии. Бывали случаи, когда родители из бедных стран буквально продавали своих детей хозяевам верблюдов. Часто случались травмы, нередко со смертельным исходом. Когда за детей вступились правозащитные организации, управление верблюдами доверили роботам. Создатель первого робота-жокея, заменивший ребенка-наездника на коробку с микросхемами, заставил шейхов поверить: будущее в консервативном верблюжьем спорте уже наступило. Рассказывают, что первая версия робота была как 10-летний мальчик. Робот был слишком слабый и слишком долго думал. Эволюция сделала робота маленьким, сильным и легко управляемым. Эльмутаз Хамза Осман, разработчик нового поколения роботов, рассказывает: когда мы начинали, первый робот был напичкан электроникой. В нем была даже система GPS. По спутнику мы определяли положение верблюда. Но потом мы поняли, что нам не нужно столько функций. Теперь робот весит всего 3 килограмма, и человек ему уже не конкурент. Бешеные скорости, многомиллионные призовые, а вместо наездников роботы. Все это о современных верблюжьих бегах. Состязания
можно видеть еженедельно. С пятницы по воскресенье. С конца ноября по апрель. Друзья, что скажете? Верблюжьи бега – это действительно захватывающее зрелище? Или в использовании животных таким образом есть определенные этические проблемы? А может быть, даже жестокость? Жду ваших комментариев. А у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Не пропускайте следующие выпуски. Огромной вам удачи и пока!